Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня прекрасный весенний мартовский день. И у меня в руках удочка, и многие подумают, что мы собрались на рыбалку. Но на самом деле мы будем ловить крупную рыбу. Она у нас на заднем плане, вот здесь. Это ель глаука, вот сизая в народе называется. Ель колючая. Мы будем ее стричь с помощью этой удочки. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. То есть для чего нужна удочка именно в стрижке ели. Также нам понадобится инструмент. Инструмент нужен будет секатор, нужен будет сучкорез, ножницы для стрижки кустов. Вот, и стремянка, так как елочка у нас достаточно высокая. Почему ее лучше стричь именно сейчас? Когда я буду ее стричь, я буду состригать, у нее очень много побегов, и буду состригать побеги, несмотря на то, где у меня находятся междоузлия. Ну, как бы на крупных междоузлиях я на это смотрю, но на более мелких она стрижется как обычный куст. И иголки при срезке будут страдать. Вот, соответственно, они через время пожелтеют, порыжеют и будут не очень приглядного вида. Поэтому идеальное время для стрижки ели именно перед распусканием новых почек. Вот. Почему? Потому что те срезы, которые я сделаю, они буквально через месяц затянутся, и елочка будет радовать вас опять сизой кроной, без всякой рыжевизны и так далее. Очень важно ее стричь именно перед отрастанием новых побегов. Итак, приступим к рыбалке. Первое, что вы делаете, это замеряете нижний ярус. Его нужно замерить с помощью рулетки. Вы обходите ель по кругу, находите самое узкое место, то есть где у вас ближе всего к стволу. Вот, например, у нас этот момент, видите, вот здесь. Сейчас мы замеряем расстояние отсюда до ствола. Вот, и это расстояние мы запомним на рулетке. И обойдем полностью, обрежем нижний ярус, чтобы он не выбивался именно из этого расстояния. Вот. Для чего это мы сделаем? Для того, чтобы получить ровный круг внизу. И, собственно, здесь нам и понадобится наша удочка, которую я разложил, видите? Удочка у нас 6 метров. Почему я выбрал именно удочку? Удочка есть на большинстве участков, то есть у всех есть мужья, сыновья. Вот. Кто любит рыбалку. Ну, кто не любит рыбалку, может заменить удочку какой-либо ровным предметом. Либо это профильная труба какая-то, вот, либо это бамбук, либо еще что-нибудь. Вот. Так как елка у нас, как видите, удочка 6 метров, она достает чуть выше верхушки. Ель у нас примерно 5,5 метров. Если видно, у нас где-то 1,60 м, это у нас радиус кроны по низу. Вот. И примеряем наши грабли. Вот 1,50 м, то есть по идее у нас радиус где-то вот тут на 5 сантиметров длиннее граблей. Граблями удобнее пользоваться в ориентире, потому что они твердые. Можно сквозь ветки установить размер. Так, смотрим. Вот здесь где-то нам нужно обрезать крону. С помощью рулетки мы очертили ровненький круг, центром которого является ствол, и подстригли по краю нижнюю часть ели. Теперь мы на это основание устанавливаем нашу удочку и будем ловить крупную рыбу. Вот. Теперь важно, чтобы удочка стояла внизу, на краю нашего круга, а верхушка у нас касалась верхушки ели. Сейчас, видите, она не касается, но когда мы начнем стричь, удочка ляжет у нас как раз на вершину. И таким образом мы будем поддерживать четкий конус. Так как мы видим, уже придал я частично форму с одной стороны. Вот. И уже видно очень хорошо, вот у нас провалы.
вот такого плана. Благодаря тому, что я срезал с краю веточки, вот эти почки начнут расти более интенсивнее. И вот эта часть ели, то есть вот такие провалы, они будут более интенсивнее зарастать. Благодаря этому мы получим четкий красивый конус. И если мы его отпустим буквально на год, он превратится обратно в такую же ель, как дикорастущая форма, но при этом она будет еще и очень плотной, вот, и достаточно красивой. Что касается верхушки, верхушку тоже можно срезать, ребята. Вот, срезайте на нужной вам высоте. Ель можно держать, несмотря на то, что это дерево первой величины, можно держать и в 2 метрах, и в 3 метрах высоты благодаря стрижке. Вот, ну и выше, если вам это необходимо. Вот, если у вас она растет на свободе, как здесь, то в принципе можно не ограничивать особо ее рост. Единственное, стричь вам придется с большой лестницы, либо же заказывать вышку. Вот, так как ель они очень бывают высокими. То есть 40 метров для нее не предел. Так, уже часть ели обстригли. Можно посмотреть на результат. Вот у нас внизу результат. То, что мы срезали, ну, как говорится, срезали нашу елочку под самый корешок. Но не совсем. Вот. Срезаем приблизительно где-то 10% массы хвои. Вот, в данном случае. Но можно срезать до 30. Вот. Можно видеть в профиль. Я вам покажу. То есть, в принципе, форма конуса соблюдается. Вот эти все прогалины, они зарастут со временем. С той стороны еще пока у нас не стрижено, но сейчас уже дострижем, и у нас останется верхушка. Туда нужна лестница. Я думаю, что мы с другой лестницы уже добьем это все дело. Вот. В принципе, конус сохранен. Можно видеть по нашей удочке, вот, что куда-то туда все идет. Итак, ребята, у нас вот такая красавица получилась после стрижки. Вот, в принципе, сохранен ровный конус. Сейчас подойду поближе, покажу. Здесь видно, сколько я состриг. То есть достаточно прилично. Но все-таки это самая малость на такой еле. Вот, бывает гораздо больше. При стрижке приходится удалять, если форма ее не очень правильная. Здесь форма была близкая к конусу, поэтому в принципе состригли где-то процентов 10 хвои. Вот одна кучка и там вторая. Ну, а кому не нравятся стриженные ели, можно ее не стричь. Вот, особенно если у вас она растет на свободе и не так, как вот здесь возле площадки, где ее нужно ограничивать ее рост. Например, вот в таком, как здесь. Здесь она растет на свободе. В принципе, ей ничего не мешает. Там небольшая маленькая слива, но я думаю, что ей есть еще куда расти. У нее здесь примерно высота около 12 метров. Итак, наша импровизированная рыбалка удалась. Спасибо вам всем за просмотр. Если у кого-то есть вопросы по поводу стрижки ели, оставляйте их под видео. Вот. Также подписывайтесь на канал. И всех жду в новых видео. До новых встреч!